Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реалистик PES. На календаре у нас четверг, а это значит, что мы в лишний раз здесь собрались, чтобы обсудить очередное оперативное обновление в eFootball. Контента, к сожалению, не так много, как нам того хотелось бы, но тем не менее все еще есть что нам с вами обсудить. Поэтому, как и всегда, устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Кто бы мог подумать, что в начале этого года, в начале месяца контента будет больше, чем к концу этого самого месяца. Ведь по сути, с начала января Konami задабривали нас различными паками, от глобальных до менее глобальных, в то время как к концу месяца мы даже не получили ни эпического пака, ни шоутаймовского пака, а просто один полноценный режим, который и без того все это время присутствовал в игре. Но обо всем по порядку. Да, как вы уже могли догадаться, с сегодняшним оперативным обновлением в игре появилось не так много паков, как того опять же хотелось бы. По сути, это только пак команда недели и селекционный пак, связанный с игроками турецкого чемпионата. Но после того, как турецкие, японские, мексиканские, бразильские чемпионаты стали частью регионального контента, для нас по большей части все вот эти паки сторонние как такового интереса не представляют, потому что и использовать этих игроков банально негде. В то время как новая команда недели ничем примечательным не выделяется. Как и всегда, по большей части представлены нишевые футболисты с не самыми привлекательными рейтингами, компанию которых разбавляют вот пара-тройка игроков в лице того же Родриго и Фодена. Ну и, наверное, с натяжкой можно назвать Нунеза. И вряд ли найдется больше игроков, ради которых стоило бы тратить свои монеты на эту команду недели. Аналогичная ситуация у нас с компаниями. По сути, продолжается кампания, посвященная лунному Новому году. Ничего нового в игре, по сути, не появилось, за исключением одного полноценного режима. И сегодняшнее оперативное обновление можно назвать обновлением этого самого режима. Речь, конечно же, об удивительной арене, которую Konami добавили еще с декабрьским обновлением и до сегодняшнего дня мариновали внутри игры. Без каких-либо предварительных анонсов, сливов и прочей подобной информации, Konami наконец-то сделали доступным данный режим для полноценной игры. Все как мы и ожидали. По сути, это режим 3 на 3, в котором нам нужно забить как можно больше мячей. Причем мячи подсчитываются таким образом, что если вы сделаете определенное количество передач перед тем, как забьете, они также учитываются при забитом мяче. То есть 5 передач плюс гол, грубо говоря, 6 мячей вы забили. Насколько я понял, данный режим представлен отдельно, наподобие той же самой моей лиги, когда мы можем сыграть в режим в любое удобное для нас время. То есть это не ивент, который действует определенное время, а именно что режим, который доступен в любое время дня и ночи. Поэтому мы сможем сыграть как с искусственным интеллектом, который будет нашим и партнером, и соперником в данном режиме, точно так же, как и можем сыграть в режиме кооп. И нашими партнерами по команде, и нашими соперниками будут такие же игроки, как и вы. За прохождение матчей полагается награда, мы постепенно открываем тех или иных футболистов, а также зарабатываем разные поинты. ГПшки, поинты прокачки и даже есть 100 золотых монет. Щедрость Konami не знает границ. Ну а касаемо самих футболистов, они отличаются по своей модельке, как-то не странно, и также имеют свои собственные перки. У кого-то это пикирующий удар, ну знаете, такой вот полуобрезанный пикирующий сокол в условиях игры 3 на 3. У кого-то это ускорение, у кого-то это оборона, ну и так далее. По сути, Konami додумались сделать модельки чуть более индивидуальными, нежели мы того ожидали. Ну и присутствует небольшая кастомизация, которая доступна с самого начала. Вам не нужно открывать дополнительные наряды для футболистов, точно так же, как и их приобретать. Хотите, чтобы футболист играл в майке без рукавки? Пожалуйста. Хотите, чтобы он был в куртке? Тоже пожалуйста. Все на ваше усмотрение. Ну и по сути, это все, что из себя представляет данный режим. Ни больше, ни меньше. И с одной стороны, можно похвалить Konami за то, что они привнесли хоть какое-то разнообразие, но с другой стороны, этого самого разнообразия хватает на условных
первых 10-15 минут, после чего, наверное, интерес у большинства банально отпадает, и про него вспомнят далеко немногие. Наверняка у этого режима будут свои поклонники из числа тех, кто любит кооперативную игру, поскольку, опять же, возможность коопа в этом режиме присутствует, но я полагаю, что если Konami не завезут хоть каких-либо более-менее заметных наград за игру в этом режиме, то, наверное, и внимание к нему будет намного и намного меньше. Хотя тот же самый уличный футбол, мини-футбол в условиях PES, в условиях eFootball всегда был ожидаем фанатами, и вот мы его наконец-то получили. Однако, как оно всегда и бывает, далеко не все остались довольными. Ну и немножко про следующий пак на понедельник. В частности, нас ожидает очередной эпический пак. Konami возвращается к привычному релизу своих наборов. Слава богу, не шоу-таймовский пак, а именно что эпический. И будет он посвящен полузащитникам английской премьер-лиги. Стивен Джеррард, Парк Джи Сун и Джек Уилшер. Все эти игроки ранее уже были представлены в игре, а поэтому шанс на то, что их модельки будут отличаться от предыдущих версий, на самом деле невысокий. В случае с Джеком Уилшером так и вовсе встает вопрос, а стоит ли его вылавливать, учитывая, что у большинства и так присутствует его бесплатная карточка, и различия между ними будут, наверное, не самыми существенными. А Джек Уилшер со своим ростом и своими данными, наверное, далеко не самый имбовый чувачок, ради которого стоило бы тратить свои монеты. Как бы то ни было, ваше мнение по представленным футболистам и в целом по сегодняшнему оперативному обновлению я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать его своим большим пальцем вверх, чтобы помочь ролику с продвижением. Ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Я же всех благодарю за просмотр и желаю вам всем приятной игры. До скорых встреч!